Мир. По данным издания Forbes, полугодовой оборот контрафактной декоративной косметики и парфюмерии составил более 10 миллиардов рублей. Цена бьюти-фейков в разы меньше. Если люди гребут на такие суммы, возможно, и нет разницы, зачем переплачивать? Сегодня 5 опытных мейкап-артистов будут отличать оригинал от пали, а мы с соведущим попробуем найти в этом плюсы. Это канал Гоши Карцева, а я Гоша Карцев. Шоу «Ты модель или подделка?» Выпуск про фейки в декоративной косметике. И да, после ваших советов в прошлом сезоне мы все достали из упаковок, чтобы было сложнее. Бьюти-мастодонт Москвы и, наверное, главный светский визажист столицы Алексей Молчанов. На сайте «Сплетник» дословно написано «Визажист и друг всех девчат». Ну, теперь и ваш друг. На мой субъективный взгляд, Вера Ковалева – один из самых стильных мейкап-артистов новой школы. Еще пару лет, и вы к ней не попадете. Изучите портфолио. Если вы лысые, как Рита Захарова, то вероятность попасть ко мне в шоу возрастает. Наставник визажистов и основатель студии макияжа «Притон Культ». У этой киски острые клыки. В шапке профиля у Артемия Исмякова следующее. Мейкап-эксперт Рогов Плюс. Мейкап-артист. Лайфстайл. Тревелинг. Ну, вроде все понятно. Ну и куда же без нее? Жанна Дзукаева красит почти все мои съемки и видела меня в самых страшных ипостасиях. Пришло время показать ответственного за мое лицо. С поддельной косметикой лично я никогда не сталкивался. Я, естественно, ее видел, не трогал, мне кажется, ни разу. Моя профессия визажиста началась с фейковой косметики. Я просто экономила на еде, кое-как искала деньги, покупала фейк и делала вид, что все окей. Да, это было в моей жизни, к сожалению. Я году в 16-м работала в кино, на русских сериалах, и там было очень много паленой косметики. Да, конечно, сталкивалась с поддельной косметикой, и это ужасно, честно говоря. Качество совершенно не то, составы страшные. Использовать это на коже чревато, мне кажется. Очень много есть достойных брендов на любой вкус, цвет и кошелек, и вполне можно сделать мейк крутыми продуктами, даже бюджетными, для тех, кто не может сразу позволить себе там огромный дорогостоящий кейс. Можно взять в масс-маркете что-то достойное за маленькие деньги, и это будет действительно качественно. Сложно, конечно, без упаковки определить, люкс это или подделка, но я постараюсь. Сегодня мой соведущий Михаил Ведяев, основатель косметического бренда Миша Ведяев Бьюти, химик-технолог своей производственной лаборатории и визажист с 15-летним стажем. Какой ассортимент бренда Миша Ведяев? Я начинал с салфеток для очищения кистей, поскольку это была моя личная боль, когда я работал визажистом. А теперь мы делаем уходовую косметику и вот сейчас перешли, расширяем декоративную. Что может быть в фейковой косметике, что может быть опасно? Что может не быть в фейковой косметике, что может быть опасно? Не быть могут как раз консерванты, и они не защищают косметику от бактерий, от размножения бактерий. То есть опасность не самого состава, а того, что уже после производства нет того элемента, который... Защищает ее, да. То есть убивает микрофлору, которой не должно быть там. Если захочу делать косметику, ты можешь мне произвести? Только для тебя все что угодно. Пишите в комментариях, хотите вы косметику от Гоши Карцева или нет. Мы положили перед ними оригинальные продукты и фейковые, которые мы купили на рынке. И посмотрим, смогут ли они отличить это или нет. Окей? Окей. Палетка для макияж глаз Dior Backstage. Оригинал слева 4800 рублей, фейк справа 480 рублей. Я вижу 2 рефила от Dior. Это тени, правильно? Угу. Какие из них подделка? Так. Диорчик. Просто вот смотрю, как я обычно поступаю с косметикой. Я пытаюсь прощупать текстуру, пытаюсь понять вообще, как она выглядит на коже, насколько хорошо переносится. Здесь очень крупные блестки. Мне кажется, это паль. Но я попробую. Текстура и цвет одинаковая. У первого очень пигментированный цвет. Вот это прозрачная текстура. Справа точно оригинал, потому что у меня есть такая палетка, и на ней именно вот такая гравировка. В Диоре, насколько я помню, прям мелкий помол блесток. Они отличаются по оттеночку. Один более холодный, другой более теплый. В косметику добавляют скрепляющие компоненты, и если это вот так крошится, то это плохо. Очень часто фейки
отличаются от оригинала тем, что начинают сыпаться сильно. Туда нужно добавлять связывающее вещество, чтобы они не только еще в формочке вот в этой держались, да, скреплялись, а еще и хорошо крепились на кожу. У Dior все эти буквы, весь логотип в самих тенях, он был выгравирован. Прям пальцем по свотчу. Тот вариант, который я обозначила как фейк, он даже как-то вот не набирается, что ли. Да, и сияние какое-то не диоровское. Сейчас еще понюхаю, аромат тоже много говорит. Вот, я уже знаю, я думаю, что вот эти настоящие, эти фейк. Справа точно оригинал. По пигментации. То есть тот рефил, который является фейком, он практически не набирается. Я знаю люксовые бренды, у которых тени вот ты наносишь, а Да, они- мне кажется, что в целом люкс же он для потребителя обычного, да? Вот, То есть там не да. нужна пигментация черноты. Это понимаешь? нужно, чтобы человек справился сам. Да, и чтобы не было такого мазанул, и потом стираешь 4 часа. Здесь очень крупный помол блесток, а вот здесь все такое сатиновое, приятное, мягко растушевывается. Здесь уже тяжело идет. Я думаю, вот это оригинал. Дорогое сияние. Здесь так, все просто. Я сразу скажу, Dior, вот этот справа. Ура! Именно сама гравировка, она выглядит как-то, дешево, что ли. А тут видно, что люди заморочились. Рефил справа — это оригинал. То, как берется продукт, какой он по текстуре. Вот это оригинал. Я молодец. Вот это паль, потому что пигментации почти ноль. Вот это настоящее, а вот это поддельное. В профессиональной косметике в линейках добавляют меньше скрепляющих компонентов, поэтому может так и крошится. У меня много их палеток, я их правда люблю, и как-то сразу даже не смотрела на шрифт и вообще ни на что. Поняла сразу, блестки очень выдают. В люксовых брендах есть краш-тест. То есть, когда падает упаковка, она должна не рассыпаться. Это не вообще не показатель. показатель. Все зависит от формулы. Одна формула профессиональной косметики будет сыпаться, другая формула профессиональной косметики не будет сыпаться. Я встречал профессиональную косметику, которая Сыпется, не сыпется, которая не сыпется. Встречал люксовую, которую хрен раздолбишь. И встречал люксовую, которая моментально, понимаешь, крошилась. Почему оригинал рассыпается? Значит, такая формула, которая, предполагает, что она быстрее рассыпется. А то, что быстрее рассыпалось, тоже не показатель. Ребят, хочу рассказать об услуге Forward от SDEC, которая позволяет делать покупки в иностранных интернет-магазинах на предоставленный иностранный адрес. А компания соберет все посылки и отправит вам их на ваш адрес в России. Оплату можно совершать с российских банковских карт. Доставка покупки вам или вашим друзьям в ближайший пункт выдачи SDEC или лично в руки. Например, у меня есть много украшений от любимого Ambush. Заходим на сайт и понимаем, что в целом ассортимент огромный, а в наших магазинах этого нет. А также сравниваем цену такого же украшения и получаем, что товар вместе с доставкой вам обойдется почти в 3 раза дешевле. Кстати, можно даже заказать в нескольких интернет-магазинах, и SDEC бесплатно объединит ваши покупки и отправит их вам. Переходи по ссылке и узнай больше. Блеск для губ Dior Edix Stellar Gloss. Оригинал слева 3400 рублей. Паль справа 480 рублей. Так, это, как я понимаю, 2 блеска. Так, и что это? У меня 2 аппликатора. Это помада. Один блеск прозрачный, другой плотная текстура непрозрачная. На оттенок, я думаю, в принципе, не имеет значения смотреть. Помады абсолютно разных оттеночков бывают. Смотрю на консистенцию, насколько много пигмента. Непонятно по текстуре. Этот похож на какие-то кремовые тени, чем на блеск для губ. Плотненький такой и красивый. А этот очень блестящий. Прям плотное сияние такое тоже у меня. Визуально выглядит дороже. Я попробовала на руке немного. Может быть, передумаю. Насколько он распределяется вообще по коже, тоже любопытно. Довольно прозрачно, но, в принципе, такие варианты у дорогих брендов тоже бывают. Вот эти вот все критерии, которые они озвучили, по ним тоже тяжело сделать вывод, фейк или подделка. По отдушке, кстати, можно еще как-то отличить фейк. У фейков иногда очень химозная отдушка. Неприятный запах горечи
какого-то отстойной химии. Если вы понимаете, что пахнет не очень, не надо мазать это, правильно? Да, совершенно верно. Как-то все просто, да? Помню, что у фейковых матовых помад какой-то особый аромат китайской карамели. Вариант как будто бы несравнимый. Бывают и такие блески полупрозрачные, а бывают более насыщенные. Вот это фейк, потому что это просто какой-то вазелин мерзкий. Я почему-то думаю, что вариант слева — это фейк. По аромату это очень похоже на Клоранс. Вот этого какой-то запах клея. Либо, возможно, это вообще кремовые тени. Вот это оригинал, чтобы это ни было, а вот это подделка. Приятный такой на ощупь и хорошо тушуется. Это люкс, а вот это не люкс. Это предсказуемо, потому что здесь очень хорошая текстура, а вот здесь все ложится пятнами. Тот, который более нюдовый, более розовый, я думаю, что это оригинал. Аромат все-таки не врет. Этот оригинал. Не знаю, мне визуально больше нравится, как будто бы. У меня нету здесь аргументов каких-то точных и четких, чтобы я прям вот четко объяснила, почему это оригинал. Вот просто мне так кажется. Это фейк, а вот это настоящее. Просто по текстуре. Вот это прозрачный просто, а здесь уже, конечно, светоотражающих этих штук намного больше. Требование к блеску всегда это комфортное какое-то ощущение на губах. Вот этот блеск очень палится, потому что он очень крупный и дешево выглядит. Плотный на губах это ужасно будет, мне кажется. Ощущение на губах тоже, к сожалению, не показатель. Запах — это то, что может навести на мысль о том, что это фейк. А так, многие поэтому и пользуются фейками. Они покупают подешевле, типа бренд, Да. покупают подешевле. Нормально, в целом нормально. Нормально. Ходить можно? Можно, конечно? Можно. Что-то есть на губах? Супер. Помада Lancome для Absolue Rouge Trama Matte. Паль слева 480, а оригинал справа 3191 рубль. Так, по идее, это помада. Или стик с румянами. Приятно пахнет, а это не пахнет. На первый взгляд непонятно. Тестирую на руке. Текстура хорошая. Здесь тоже хорошая текстура. Включаем нюх. Ребята, оно ничем не пахнет. Задачка посложнее, если честно. Запах отсутствует. Здесь. Запаха тоже нет. Очень легко пахнет. Мне нравится, она плотненькая. Естественно, мне все хочется потрогать, хочется нанести, посмотреть, как растушевывается. Так, это фейк. Я унюхала. Как будто чуть-чуть есть запах пластилина. Здесь ярче запах, но как будто плохо. Но она классная по консистенции. Мне нравится. Если это один и тот же продукт, то тоже пигментация, наверное, в 10 раз ниже. Оттенок нравится, текстура нравится. Люкс это или подделка, пока не знаю. Текстура можно отнести тоже к тем критериям, что не показатель. То есть текстура может быть совершенно разной. Так сложно, не понимаю. Вот этой поинтереснее цвет, мне кажется, тем сложнее. Я помню, что была, когда эпоха фейка, были прям матовые помады. Они довольно сложно наносились, они пахли пластилином и были не совсем комфортные на губах. А вот эта, она уже и набирается более пластично, и сама по себе такая более кремовая. Второй оттеночек чуть более темный, будто бы чуть более влажный и глянцевый, и насыщенный, более пигментированный. И оттенок, честно говоря, как будто бы мне больше нравится этот какой-то дешевенький. По качеству продукты одинаковые. Вот это оригинал. Это Absolue. Бренд с такой историей — это всегда качество. Вот я думаю, что на этой палитре у нас оригинал. Это оригинал. Ланкомовский. Угу. Классная отдушка у них. Вот это оригинал. Я просто знаток люкса. Вот это фейк. Это точно фейк. Так уверена еще не была никогда. Как я и говорила, ароматы не подводят. Больше пигментов, он более пластичный, мне нравится его текстура. Вот. Но какие-то такие параметры, я думаю, говорят о качестве продукта. Кажется, для того, чтобы отличить паль, нужно понюхать косметику. И когда ты все равно красил долго палью, ты знаешь ее специфику. Я выкручивалась как могла. Мне было 15, у меня не было денег, но я очень хотела красить. Я был национальным визажистом Lancome в течение 13 лет. Это огромная часть моей профессиональной жизни. У пигментов есть разный грейд. Пищевой грейд, то есть можно в пищу
красители, например, в газировку, то есть пищевой грейд. Есть косметический грейд, можно в косметику для лакокрасочной промышленности. Там разная степень очистки, то есть могут присутствовать вредные тоже вещества. То есть, по факту, ты можешь купить помаду, а в ней будет лакокрасочная продукция. Это, ну, опять же, если безответственный производитель поддельной косметики. Тушь с непростым названием. Yves Saint Laurent, Mascara, Volume, Effect, Faux, Kills, Radical. Оригинал из Ревгоша слева 3071, Пальц Дубровки справа 480 рублей. Тушь это очень сложно всегда, потому что она практически не отличается. Слушайте, определить тушь, мне кажется, это сложная задачка. Как я должна проверить тушь? Я визажист, я же не крашусь, как бы. Я всегда, если тушь тестил, то вот это делал это вот так. Внимание. Ну, у меня тоже можно протестировать. Но у меня зачем? вот надо поискать. Но да, я никогда бы в жизни не додумался. Ну, я опять понюхаю. Вот это пахнет клеем. Это практически ничем не пахнет. Гадость. Вот это ярче запах, вот здесь вообще нет запаха. Запах. Вот это пахнет не очень. Китайский клей для ресниц, которым можно и нужно пользоваться. Ну вот это неприятно пахнет даже. Вот это. Левая рука. Здесь запах очень спрелый, очень яркий и неприятный, крайне неприятный. Не нравится вообще. Лучше выбирать тушь без отдушек, потому что отдушки чаще всего они очень аллергенные. А, собственно говоря, глаз — это чувствительная зона. Туши настолько разные, они могут быть легкие, плотные. Хотя вот здесь по пигментации вот эта тушь очень черная, а вот эта такая прозрачная. Никакого нанесения нет. И здесь вон какой-то... Она уже подсохла. Сейчас вот здесь я могу споткнуться. По консистенции, мне кажется, что сложно будет их отличить, нет? Да, это фейк. Она еще такая густая. Мне кажется, что это фейк. Как определить паль по запаху? Вот это вот фейк, кажется. Ой, да, она же воняет, это же как-то не это. Вот это фейк. Потому что это пахнет просто какой-то травой для тараканов. Оригинал — тонкий запах. Вот это фейк. Я молодец. Слева оригинал. Все-таки яркий запах — это, наверное, плохо для туши. Здесь просто вообще нет запаха. С тушью вообще нереально, потому что главная щеточка. Мне кажется, вот это оригинал. Даже не пришлось мазюкать волосы на руках. Тушь может иметь свой запах, и она имеет свой запах, да, но так называемый технический запах, смесь сырья, разных видов веществ, оно дает вот какой-то определенный Ну, короче, лучше не аромат. покупать тушь, которая реально пахнет химикатами, которая пахнет розами, грубо говоря, да? И когда там есть отдушка, тоже лучше, Ну, я про по это крайней сказал. мере, протестировать. Да. Протестировать. То есть отдушка может быть приятной, но на глазах это может получиться аллергия. Тональный крем-уход Chanel Sublimage Le Tan. Слева оригинал из Ревгоша за 12 180 рублей. А справа пальц Дубровки за 480 рубликов. Тональные средства. Прекрасно. Уже по классике. Понюхать первым делом. Да, с этим полегче должно быть. Многие задают вопрос, можно ли пользоваться тональниками, которые расслоились. Ну, типа, мы же их взболтаем. Да, вот вопрос. Да. Нет, нельзя. Да. У тебя, получается, разделяются фазы. У тебя внизу там вода, сверху масло с пигментом. И получается, что консервант, который должен в большей степени находиться в воде, он зачастую переходит в масло. В воде начинают размножаться бактерии. Тестирую сразу. Покрытие легкое, наносится хорошо. Это приятнее, распределяется, покрывает. Какой-то очень восковой, скользкий, но нормально перекрывает. Эффект сияния здесь. Текстура очень похожая. Тянется неплохо, текстура нравится. Перекрывающая способность, в принципе, это классно. Здесь тон чуть посветлее, он чуть полегче, не такой насыщенный. Красивый финиш и у того, и у другого тона. Дадим, так сказать, настояться. Матовый. Вот это что-то не настоящее. Скользкая текстура. Вот здесь она такая раз, тоненькая, вработалась, и ее не стало. А здесь
она возится вот по коже. Опять нюх подключаем. Приятная отдушка здесь. Здесь тоже, кстати, сложно, потому что они оба неплохи, действительно. Тонкий, приятный аромат. В принципе, тоже приятный и не яркий. Пахнет одинаково. Вы меня запутали. Сбили со следа. Вот этот мне нравится больше. Вот это очень знакомый запах. Я думаю, что это оригинал, а этот пока не пахнет ничем. Мне кажется, что вот это вот подделка. Да. А что это за бренд? Ну, Ну, этот мне знаком, наверное, поэтому я выберу его. Он, правда, неплохо пахнет. Как ни странно, я думала, паленый тон, это прям ужасно воняет силиконом. Ну, вот это настоящий, это подделка, фейк. Вот это оригинал. Я не знаю, как у меня это получается. а я считаю, что вот это оригинал. В нем такое очень красивое сияние. Натуральное, как будто изнутри. Здесь есть светоотражающие частички. У этого более интересная отдушка. Тот и тот может быть люксом, но вот правый мне нравится больше. Вот эта тоналочка — это люкс, потому что она ровно перекрывает, она не окисляется. Пока что я этого, во всяком случае, не вижу. Блин, серьезно? Но по запаху, кстати, он хуже. Получается же еще важно очень, даже если это оригинал, смотреть за сроком годности. Да, да. Я вот это никогда Для не этого делал. есть батч-код, Да. по крайней мере, вот С крышечкой открытой. в европейской косметике, в американской, да, у них есть батч-код, где можно посмотреть. Супер игра вне зачета для моих людей. Палетка для макияжа под звуки поцелуев от Ольги Бузовой. Литуаль 999 рублей и слепой тест от наших гостей. Вау. Какая красота. Ну, наверное, это пудра. Хайлайтер. Обожаю всякие блестюшечки. Да, на самом деле пудра как пудра. Тени. Просто тени золотые. Я на самом деле не очень всегда понимаю, для чего нужны вот такие вот совсем, когда белые светлые тени. Ненавижу такой цвет. У Dior, кстати, тоже были светлые тени, там что-то никто не жаловался. Красиво ложатся на руке, легко передаются. Мне прям очень нравится. Здесь были, вернее, буквы. Просто две буквы О и Л. Oriflame, что ли? Вообще изначально подумала, что это пудра, и такая, вау, какое легкое светоотражение. Как мне кажется, что пользуется спросом по большому счету вот в азиатских странах, там Корея, Япония. Цвет очень светлый, поэтому я подумал, что это пудра. Но сейчас вижу, что это тени, потому что очень сатиновый финиш. И консистенция, цвет мне не нравится, они же так схватываются. Странно. Но это на руке. Очень красиво выглядит, божечки. Очень-очень легкий перламутр. Абсолютно норм тени. Для того, чтобы смягчить тушевку, нанести под бровь, во внутренний уголок глаза. Прозрачные, норм. Светящиеся, вроде приятно. Я просто не очень большой поклонник вот таких светлых теней. Там нет другого оттенка? Мне кажется, это дешевое что-то. Текстура очень хорошая, но ее не осталось на моей руке. Вообще я никогда не пользуюсь светлыми тенями. Вы заметили, я не пользуюсь всякими допами. Мне нравится рукой наносить любые продукты. Пахнет нормально. Приятно скользит. Мало пигментированный. Цветоотражение приятное. А так он просвечивает. Такими оттенками я не пользуюсь. Красиво, дорого, богато. Мне кажется, это устаревшее что-то. Просто холодный цвет, неинтересный. Ольга Бузова. Не, продукт не очень. У нее есть косметика. Надо Ольге сказать, чтобы она меня просто позвала. Я подскажу, как делать. Олечка. Понятно, почему мне не понравилось. А такое есть огромная аудитория, потому что многие до сих пор делают такой мейк. Что это? Не узнаю. Слушайте, прикольно. Ну, реально норм текстура. Это не актуально, это отдельно идет вообще от тенденции, от моды. Если задача какая-то, я не знаю, театральная, может быть. Ну, или под какую-то эпоху. Ну, красиво, мне нравится. За тени, за чат. Если бы Ольга ориентировалась именно на визажистов, вот конкретно на визажистов, она бы не удовлетворила потребности. Да? Собственно говоря, вот что да, мы так здесь в основном и видели реакцию. Да? А поскольку она ориентируется на девушек, которые вот привыкли сами себя в повседневности, то почему нет? Раньше пользовались такой косметикой, и никто не говорил, о, это типа непрофессионально, это пигментация не очень, типа, да, все устраивало. Еще один бонусный раунд.
Мой любимый крем для рук Лабораториум. На запах и по фактуре мне он кажется дорогим, но стоит 450 рублей. Узнаем мнение экспертов. Так, крем. Что-то очень знакомое запах. Даже знаю какой. Угу. Пахнет приятно. А вот уже не очень приятно. Он очень плохо вырабатывается. На самом деле... Нет, это не ок, он воняет. Странный запах, довольно резкий. Алоэ или что? Ну, там очень много всего намешано. Честно, мне не очень нравится аромат, он довольно резкий. Я бы, наверное, такой себе не выбрала. Мне кажется, что это как будто даже не косметическое, и, возможно, это нельзя мазать на лицо. Крем для рук. Бренд не знаю, он у меня есть. У него нарисована статуя без рук на упаковке. Мне пришло в каком-то боксе. Какой-нибудь крем от тараканов, я не знаю. Точно, есть спрей, который от насекомых, и у него очень схожий запах. Бывают крема, которые так плохо вырабатываются, как Веледы, которые, но они все равно потом впитываются, очень приятные. А этот просто какая-то техническая штука. Запах прикольный, но не увлажняет. Он просто на поверхности остается, и все, его хочется потом смыть. По консистенции чувствуется, что штука должна быть питательная. Очень такой насыщенный состав, прям жирненький, плотненький. Чистая линия какая-то, нет? Он нормальный абсолютно для рук, но отдушка прям плохая. Проверю, как работает. Ощущается как такой вот небольшой пленочкой, чувствуется увлажнение, питание. Кажется, что я буду оставлять везде жирные разводы. Кажется, что это не стоит дорого. Я боюсь сейчас ошибиться, а кажется, что какая-нибудь хрень с Алиэкспресс. 1000. Мне кажется, сложно сделать плохой крем для рук. 500 рублей. Да? Средний какой ценовой сегмент до рублей 500 может. Серьезно? Я угадала? Около 1000. У меня реально есть вот этот крем дома. Допустим, 12 тысяч. Ну как я могла сказать 12 тысяч, если тут такой резкий аромат, действительно? Как будто бы дорогая штука. Где же этот баланс между классным увлажнением и отсутствием жирности повсюду? Ведь он стоит. Вот вижу. Хорошие масла. Касторовое масло, масло какао, масло манго, эфирное масло лемонграсса. Да, их смутил лемонграсс, потому что вот у лемонграсса он такой специфичный, а-ля из серии Таиланд. Да? И том-ямы. Я понял, я люблю лемонграсс. Состав, я тебе скажу по чесноку, очень хороший. Очень классный эксперимент. Я вынес из него то, что я просто супер эксперт в люксе. Мне очень понравилось, потому что я частично окунулась в прошлое и все-таки проверила, так скажем, свои знания. Это интересно было, спасибо, потому что когда смотришь на Ютубе, вас думаешь, да что там, узнаешь каждый вообще продукт. Здесь так волнительно и интересно даже. Не обязательно косметики быть прям супер дорогой. Она может быть качественная и за приемлемую цену. Есть же такая пословица: мы не настолько богаты, чтобы позволять себе недорогие вещи. Лучше выбрать что-то из масс-маркета или поднакопить, если нет средств. Не берите фейковые штуки, потому что составы у них, как лотерея. Вы не знаете, что вы приобретете. Главное понять, какую проблему вы хотите решить. Стойкий карандаш, его можно найти в масс-маркете. Не обязательно идти в люкс. Не покупайте фейк, это, конечно, опасно для здоровья. Творите, вытворяйте и фейки не покупайте. Все-таки заботьтесь о себе. Не экономьте на своем здоровье, это же самое важное. Когда вы покупаете, пусть недорогую даже косметику, но от реально существующего бренда, то есть оригинальную, да, перед вами бренд несет ответственность. То есть он отвечает за качество, что он туда положил. Это все сертифицировано, это проверено. Когда вы покупаете фейк, какой бы он соблазнительный не был и по какой соблазнительной бы цене он не был, перед вами никто не несет ответственности. То есть за ваше здоровье в итоге отвечаете в дальнейшем только вы сами. Ну не покупайте паль уже, сколько можно. Я уже столько вам про это говорю, это опасно, ребят. Спасибо, что пришел. Спасибо тебе. Пишите в комментариях, что думаете, кто вам понравился. Подпишитесь на канал, поставьте комментарий, пожалуйста, вообще в целом, и лайк этому видео, но мы же стараемся для вас. Все ради вас, ребят. Красьтесь, любите себя, все будет классно. Не бойтесь экспериментировать, ошибаться. Нужно искать свой стиль, не копировать других людей. Смотрите бьюти-блогеров, тестируйте косметоз и не покупайте фейки. Жизнь одна, кайфуйте. Всем мир.
Берегите себя. Мир. Что за стол такой красивый? Это качественная мебель ЗАМ. Все всегда в наличии. Ребята супер оперативно организовали и привезли. Промокод на скидку в описании.